Добрый день, друзья! Сегодня хочу еще раз рассказать про удобрения, показать, какой эффект у меня получился за 2 месяца от применения удобрения, которые я вам уже показывала, и ответить на 2 вопроса. Как раз получается, что это тема видео. Эти 2 вопроса от подписчиков. Но сначала зачитаю вопросы, а потом вам все расскажу. Ирина спрашивает. У моих орхидей никогда не бывает больше одного цветоноса. За много лет ни на одном цветке. Не то, что несколько цветоносов, а даже 2 никогда не было. Даже тех, что годами не пересаживаю. И у тех, которых пересаживаю. То есть всегда один цветонос и никогда больше. И Ленок ХМ тоже спрашивает об удобрениях. Как часто вы меняете удобрения? У меня много всяких разных. Хочется попробовать то одно, то другое. Причем они всегда почти с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия. Но не могу длительный период пользоваться только одним. Хочется попробовать и то, и другое, и третье. 2 месяца назад я вам показывала, что я купила новые удобрения, бюджетные, очень бюджетные. Получается, что в 4-5 раз дешевле, чем те удобрения, которыми я пользовалась в прошлом году. В прошлом году я пользовалась удобрениями Фертика. Причем я пользовалась вот таким универсальным, в котором равное содержание азота, фосфора и калия. 18, 18, 18. Плюс микроэлементы. В Фертике всегда есть микроэлементы. Еще есть вот такое удобрение Фертика. Вот линейка приблизительно у них такая. Можно пользоваться любым. Но только, как я вам рассказывала, обязательно нужно посмотреть, какое содержание вот этих 3 основных элементов. В каком-то из них больше азота, в каком-то больше калия, в каком-то больше фосфора. Но и одно, и второе, и третье очень полезно для наших орхидей. Я предпочитаю пользоваться удобрениями, в которых равное содержание азота, фосфора и калия. И обязательно присутствие микроэлементов. Почему же вот у моих орхидей тянутся по 2 цветоноса, а у ваших нет? Когда-то очень давно читала про лесных жителей. Такой небольшой пример. В лесу живут белочки. Один год белочек много и много маленьких бельчат. Другой год бельчат совсем нет. Один пробежит, а иной год там по 5-6 белочек маленьких бегает. Ну, я имею в виду от одной там мамы. Везде есть закономерности. Выросло много орешков, хороший урожайный год, бельчат много. Не было урожая орешков, бельчат мало. Какой из этого вывод? Есть кормовая база, значит, родится много бельчат. Нет кормовой базы, нечего маме кушать. Откуда она возьмет силы для того, чтобы родить этих бельчат и прокормить? Да ниоткуда. Вот у орхидей все то же самое. Сытая орхидея, ну я утрирую, конечно, я говорю так, чтобы вы понимали, накормленная, сытая орхидея, у которой есть все макроэлементы, микроэлементы для роста, для цветения. Ведь цветы для орхидеи – это ее дети. И семена – это ее дети. А если ей неоткуда взять силы, она не смогла запасти в свои листики ни азот, ни фосфор, ни калий, никакие микроэлементы, откуда ей взять силы на эти цветочки? Нет. Поэтому я всегда применяю обязательно удобрения. И вот смотрите, какой эффект. Вот этот цветонос, вот он у меня обрезанный уже. Это было зимнее цветение. Она отцвела. Причем это было первое цветение после покупки. Она отцвела, я обрезала цветонос и начала удобрять вот этим
удобрением, которое я вам и показывала. Полкилограмма стоит всего 100 рублей, даже меньше. Удобрение не конкретно для орхидей, просто универсальное удобрение, в котором в составе есть азот, фосфор, калий в равных количествах и состав микроэлементов. Я вам показывала, что я купила 2 новых, вот эту коробочку, и вот здесь коробочка стоит под цветоносом, потому что цветонос ложится на стол прямо бутоном. После того, как я обрезала этот цветонос, я начала, как всегда, ничего нового я не придумывала. Один полив с удобрением, другой полив без удобрения. Прошло буквально 2 месяца. Здесь есть цветы, она пробудила почку и уже цветет. И вот он, новый цветонос. Тоже на днях жду распуск бутонов. И все остальные орхидеи, которые у меня отцвели, я или обрезала цветоносы до первой спящей почки, ну как на этом, как на Гои. Кстати, это Нарбона у меня. На Гои я обрезала цветонос, тоже пробудившаяся почка, набираются бутоны, и вот новый цветонос растет. Этой орхидеи я не знаю названия, но здесь он решил не будить никаких почек, а просто сразу выпустил 2 цветоноса. Вот ничего особенного я не делала. Как я удобряю? Начала одним удобрением удобрять, значит, я весь сезон буду пользоваться одним удобрением. Сначала я пользуюсь удобрением для роста растений. Вот после цветения я удобряю всегда, как я говорю, равноценным удобрением. То есть 18, 18, 18, азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. В этот раз я получила шикарный эффект. Во-первых, очень много орхидей вот так пробудили почки и выпустили цветоносы. Все показать невозможно, потому что стоят на разных полках. И здесь позади меня тоже есть такие орхидеи, которые начали и цветоносы выпускать, и вот также пробуждать почки. Просто была удивлена и обрадована. Замечательное удобрение. Но в зиму я делаю по-другому. Я все лето удобряю таким удобрением равноценным, а потом начинаю удобрять монокалий фосфатом. Вот таким. Но этими удобрениями я чаще всего пользуюсь в зиму. Сначала 2-3, как получится, может быть и 4 месяца этим удобрением. И где-то в конце сентября я начинаю пользоваться вот этим удобрением. Не меняю одно, другое. Если еще и одинаковое содержание вот азота, фосфора и калия, если вы все время будете менять удобрения, вы просто не увидите эффекта, который дает это удобрение. Поэтому нужно пользоваться 2-3 месяца одним удобрением, потом переходить на другое. У нас еще в продаже появились вот это тоже акварин и вот такие маленькие удобрения. Можно пользоваться любым удобрением, неважно, какую я фирму вам показываю. Главное прочитать состав этого удобрения. Я, кстати, об этом очень подробно рассказывала и оставлю вам ссылочку в правом верхнем углу экрана и под видео, где я подробно рассказываю, как почитать состав удобрения. Очень редко пользуюсь специализированными удобрениями, но у меня вот 2 таких есть удобрения, но я ими очень редко пользуюсь, потому что если почитать их состав, они практически ничем не отличаются от этих удобрений. Но я больше люблю вот такие сухие удобрения, нежели жидкие. Вот эти удобрения я использую для котлей, для дендрофаленопсисов. А сухими очень люблю удобрять все фаленопсисы.
Если вы заметили, вот здесь желтый листик на орхидее, то в этом тоже нет ничего страшного. Просто этот листик у нее очень старый, и он разорван. И она начинает его потихоньку отсушивать. Я не применяю для своих орхидей никаких стимуляторов роста, потому что в таких удобрениях всегда содержится фосфор, а от фосфора великолепно растут корни. Вот вам пример. Смотрите, какие корни. Корни идут со всех сторон. Если у вас в магазинах тоже появилось или такое удобрение, или такое удобрение, можете смело покупать и пользоваться. Эффект великолепный. Мне очень понравилось. Поэтому буду продолжать, как всегда, удобрять свои орхидеи и ждать от них очень красивого цветения. В этот раз мне даже не пришлось использовать монокалий фосфат. Они от этого удобрения все начали выпускать цветоносы и зацветать. Вашим орхидеям я тоже желаю красивого цветения. До новых встреч! Увидимся на канале!